Серег, хорош гнать. Ты уж 2 дня так сидишь. Контент сам себя не запилить. Да, действительно, что это я? Погнали пилить контент. Друзья, мы в Индии, и нас ждет увлекательное приключение. Индия, привет! Вот так, дружно и шумно мы ворвались в столицу Индии, город Дели. Точнее сказать, Нью-Дели. Добро пожаловать в Индию. Я на самом деле очень рад всех вас видеть и постараюсь сделать все, чтобы вы остались очень довольны не только путешествием, но и тем, что вы увидите, и самой страной, чтобы тот стереотип, который сложился об Индии, чтобы он немножко, может быть, в вашем понимании изменился. Это Вадим, человек, который откроет нам эту страну и проведет нас по ней самыми опасными и интересными дорожками. А мы – это коллектив единомышленников-байкеров из России. Костяк нашей группы состоял из мемберов Hoku Fast Singers Chapter, возглавляемого Андреем Рубаном, мотопутешественника Азата Сафина из Rolling Anarchy и меня. Такой веселой группой мы и будем передвигаться. И в данный момент весьма непривычным способом нашим багажом набивается автобус. Дели – это столица Индии и один из крупнейших мегаполисов страны. Город был основан на протяжении тысячелетий и представляет собой исторически и культурно значимое место. По последним данным, население Дели составляет более 20 миллионов человек, что делает его одним из самых населенных городов в мире. Этнический состав Дели разнообразен. Здесь проживают индусы, мусульмане, сикхи, христиане и представители других религий и культур. Основная часть населения – индусы, среди которых присутствуют различные кастовые и языковые группы. Проведя в Дели несколько часов, я понял, что столица Индии имеет множество проблем. Пробки, грязный воздух, безопасность. Передвигаться здесь лучше всего на мотоцикле. Точнее, это будет точно быстрее. А на машине вы просто стоите в бесконечных пробках. С экологией тут тоже все печально, особенно на окраинах города. Воздух очень грязный, о чем сразу написал смартфон. Да и это чувствуется невооруженным носом и легкими. В плане безопасности Дели тоже не самый благоприятный город Индии из-за большого количества бедных, приехавших сюда за лучшей жизнью. Поэтому за кошельками и сумками здесь нужно наблюдать с повышенным вниманием. Но позитивных моментов в городе тоже хватает. Во-первых, история и города, и страны в целом очень интересная и насыщенная, уходящая корнями в древние времена. Город неоднократно подвергался завоеваниям, находился под властью различных династий. В 1911 году Дели была объявлена столицей Британской Индии, а в 1947 году, после обретения Индии независимости, Дели стала столицей независимого государства. С архитектурой, как вы понимаете, тут тоже все очень интересно. Огромное количество памятников находится в столице Индии, и все они требуют тщательного внимания к себе. И некоторые из них мы посетим. Но сначала давайте расскажу о целях, которые привели меня в Дели. Дели в данной поездке является по сути воздушными воротами чарующей и неизведанной Индии. И впереди нас ждал увлекательный 8-дневный мототур по Гималаям. И забегая вперед, расскажу, что за следующие 9 дней мы проедем около 1000 километров грунтовых и асфальтовых дорог, посетим несколько важнейших в индуизме мест, отметимся в таких городах, как Ришикеш, Джошимат, Бадринат, доедем до границы с Китаем в Тибетском Нагорье, пройдем на рафте и искупаемся в водах матери Ганги, самой главной реки в Индии, и даже попадем на очень важный ритуал поклонения этой великой реке Ганга-Пуджа. Поэтому прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы не пропустить весь этот колорит.
Поставьте лайк за труды, а мы уже идем к воротам. И притом не воздушным, а земным воротам огромной страны. Именно так называется этот значимый архитектурный памятник столицы. Ворота Индии – это величественная арка, расположенная в Нью-Дели. Именно здесь встречает правительство Индии все международные делегации. Построена в 1931 году в память о солдатах, погибших во время Первой мировой войны и в Третьей англо-афганской войне. Она является символом патриотизма и жертвы. Являясь одной из главных достопримечательностей Нью-Дели и важным символом индийского национального единства, это место привлекает множество туристов и местных жителей. Особенно вечером, когда арка подсвечивается и вокруг нее оживает жизнь в парке. И даже сейчас мы видим огромное количество школьников, которые с удовольствием позируют на камеру. Индия-Гейт был спроектирован британским архитектором Эдвином Л. Литчем. Внутри арки находятся имена более 13 тысяч индийских солдат, которые погибли во время военных конфликтов. Возле Индия-Гейт расположен вечный огонь, который называется Амар Джаван Джоти, который зажигается в память о павших героях Индии. Но по закону подлости вечные огни сегодня не горели, так как что-то там перестраивали и переносили. Для меня же главной достопримечательностью были дети. Добрые, веселые и очень приветливые. Да и вообще индусы сами по себе очень дружелюбные и доброжелательные. При каждом удобном и неудобном случае они с нами фотались и задавали вопросы. Типа откуда вы, Россия и Индия друзья навеки, и какой раз мы уже посещаем Индию. Уже на выходе из комплекса, там, где располагаются пункты местного стритфуда и продают туристическую утварь, мы встретили, как мне казалось, главный символ уличной Индии. Ну и, конечно же, мы с удовольствием поучаствовали в этом интерактивчике. Страшно пипец. А следующий объект, который мы посетили, это знаменитый Акшардхам. Но здесь есть одно «но». Ни телефонов, ни часов, ни камер, ни ноутбуков, в общем, вообще ничего. Поэтому снимем только снаружи, а внутри уже только передам информацию увиденных глаз. Учитывая его важность, его богатство, его статус, снимать здесь категорически запрещено. Пронести не получится ничего, и притом даже проверяют у всех очкариков их оправы. А вдруг у вас те самые Google очки с камерой? Поэтому все, что я вам сейчас буду показывать, сделано не мной. И более того, и купить-то готовый фильм, чтобы вставить кадры оттуда, мне тоже не удалось. Итак, Акшардхам – это индуистский храмовый комплекс, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Открытие храма состоялось в 2005 году. Его строительство велось в течение 5 лет с участием 7000 мастеров из Раджастана, Орисы и Бенгалии. Строительство обошлось в $500 миллионов США, собранных за счет добровольных пожертвований. Высота храма составляет 42 метра, ширина и длина 94 и 106. Он украшен 234 колоннами, 9 куполами, 24-гранными шикхарами и более 20 тысячами фигур. По периметру здания располагаются фигуры 148 слонов. В центре расположена 3-метровая статуя Нилкантха Варми, почитаемого как воплощение Свами Нараяна. Честно скажу, он меня удивил как внутри, так и снаружи. — 11 тысяч человек с помощью резцов, молоточков
и различных стамесок сделали настоящий шедевр. Поэтому всем, кто приехал в Дели, неважно надолго, либо на коротко ли, обязательно посетите это место. Следующим объектом нашего внимания стал Lotus Temple или храм Лотоса. Это уникальный индуистский храм, также расположен в Нью-Дели, открытый в 1986 году. Он служит домом для бахайской веры, но также привлекает людей различных религий. Поэтому здесь всегда очень людно, и на посещение этого храма нужно заложить часа 4 или больше. Храм имеет форму цветка лотоса, что символизирует чистоту и духовное возрождение. Архитектор Фар максимально продумал формы и пропорции, чтобы создать эффект легкости и гармонии. Для строительства использовалось 27 вручную изготовленных белых бетонных лепестков, обрамленных стеклянными и мраморными элементами. Эти материалы придают храму впечатляющий светлый вид. Lotus Temple привлекает около 4-5 миллионов посетителей в год, что делает его одним из самых посещаемых зданий в мире. Люди приходят не только для молитвы, но и для медитации и созерцания, например, как мы. Храм открыт для людей любой веры и религии. Внутри нет изображений или статуй, что способствует атмосфере тишины и размышлений. Но в этом мы убедиться не смогли, поскольку вот эта вся очередь стоит, чтобы попасть внутрь, и в ней предстоит провести около 2 часов, чего мы себе позволить не можем из-за жесткого тайминга. Хотя Lotus Temple принадлежит бахайской вере, для индусов он символизирует единство и гармонию среди различных религий. Он стал популярным местом для медитации и духовного роста. А вот что думают местные жители. This called Lotus Temple and Baha Dharma. All people of all religious, they can come and they can pray and sit silently. Thank you very much. It's very lovely. Like in Sydney Opera. Thank you. На посещение этих 3 важных архитектурных памятников у нас ушел целый день. Поверьте, больше вам посетить за день не удастся, да и нет никакого смысла. Индия – это место, где нужно не торопиться, подумать, помедитировать, пропустить через себя весь поток информации, осмыслив происходящее. Поэтому, планируя поездку, хорошенько подумайте о тайминге. Здесь еще множество важных и значимых исторических объектов, которые также имеет смысл посетить каждому, приехавшему в страну. Это и знаменитый Ред Форт, музейный комплекс, который является крепостью эпохи моголов, построенной в 17 веке. И Делийская соборная мечеть 17 века из красного песчаника с 40-метровыми минаретами, рассчитанная на 25 тысяч прихожан. И потрясающий мавзолей могольского падишаха Хумаюна, построенный из красного песчаника в 1572 году, который окружает красивейший парк. Президентский дворец, храм Шри-Лакшми-Нараяна, гробница Сафдарджанга и многое-многое другое. Постойте, а как же знаменитый Тадж-Махал? А Тадж-Махал, друзья, находится не в Дели, а в Агре. Ну а мы, получив первое погружение в атмосферу этой самобытной страны, отправляемся в город Ришикеш, который станет отправной точкой нашего мототура на легендарных Royal Enfield. Не слышали про такие? Тогда расскажу в 2 словах. Royal Enfield в Индии – это как Harley Davidson в США. Сама компания была основана в Англии в 1893 году и изначально специализировалась на велосипедах. А в 1904 году они выпустили первый 4-тактный мотоцикл. Опустим историю их развития как мотобренда до 1955 года. Именно тогда завод, построенный в Индии, начал производить эти мотоциклы по лицензии. С тех пор бренд стал известен своими надежными и мощными мотоциклами. В 1960-70-х годах Royal Enfield стал одним из первых мотоциклов, которые получили большую популярность среди индийских военнослужащих благодаря своему отличному качеству и выносливости на неподготовленных дорогах. Именно поэтому мы отправляемся в тур на этих легендарных мотоциклах. У нас у байкеров есть традиция перед мотопутешествием, либо после него, либо во время навестить дилера того бренда мотоцикла, на котором мы путешествуем. И в данном случае мы приехали в один из дилерских центров Royal Enfield.
Проходим в салон и осматриваемся. Да, это вам не Сан-Диеговский или Лас-Вегасовский дилерский центр Harley Davidson. Тут все гораздо скромнее. Само помещение небольшое и далеко не вся линейка мотоциклов представлена. Также есть куртки, шлемы, мерчи, за которыми мы, собственно, и пришли. Бегло познакомившись с линейкой этого легендарного бренда, мой глаз остановился вот на таком мотоцикле. Это Royal Enfield Classic, одноцилиндровый мотоцикл объемом, по-моему, 350 кубиков. Вот в таком цвете, одноместный. Вот, если честно, я бы себе такой бы взял. А еще мне понравилась вот эта модель, которая называется Shotgun, что в переводе называется дробовик. Это уже двухцилиндровый аппарат объемом 650 кубиков. Но вот на нем, наверное, мне бы и было интересно проехаться. Но в России у нас тоже этот бренд представлен, поэтому мы имеем возможность, когда уже пройдет зима и растает снег, покататься на этих настолько популярных в Индии мотоциклах. А еще здесь отличное место, чтобы пообщаться с индийскими мотобратьями. Друзья, и по счастливой случайности так получается, что мы увидели, что один из посетителей этого салона в данный момент как раз покупает новый мотоцикл. Hello, my friend. Hello. My name is Sergey. And Arminder. what is your name? Arminder. Arminder. Are you from Delhi? Yeah, I'm from Delhi. I want to ask you how many times you driving the bike? So this is the first time I'm buying this, buy my own stuff. Oh, congratulations. Thank you. What are you feeling? For buying this, Yes. that's the happiest feeling ever when you buy your own money things, buy your own, not dependent on a family. So that's a good feeling for me and proud moment for my family also, that I will stand by my own. The traffic is very hard and very crazy in Delhi. Is it dangerous to drive the bike? No, not yet, but when you be comfortable with you and you have to be with safety purpose, you will carry it, so it's not be harmful you. Быстро скупили половину магазина, обменялись любезностями и отправляемся дальше. Под словом «дальше» я имел в виду уже город Ришикеш, но о нем чуточку позднее. А пока давайте я вам расскажу о дорогах, транспорте и местности, по которой мы будем ехать. Если в центре Нью-Дели, где есть озеленение и хоть как-то можно дышать, то на окраине это полный трэш. Даже с закрытыми окнами ощущалось, что как будто у вас в салоне работает одновременно бензопила, целый химический комбинат и еще распыляют над полями пестициды. И это не мудрено. Ведь на экологию здесь влияют следующие факторы. Заводы, расположенные в окрестностях Дели, например, в Газиабаде и Нойде. Они выбрасывают значительные объемы загрязняющих веществ в атмосферу. Рост численности автотранспорта приводит к увеличению выбросов выхлопных газов. На оживленных маршрутах и дорогах часто наблюдаются пробки, где усугубляют ситуацию. Активные строительные работы в связи с ростом населения и развитием инфраструктуры также способствуют увеличению пыли и других загрязняющих веществ. Но и использование пестицидов и удобрений в аграрных районах, а также сжигание стерни после уборки урожая также могут влиять на качество воздуха. Автодорога Дели-Ришикеш является важной транспортной артерией, соединяющей столицу Индии Нью-Дели с Ришикешем, популярным туристическим направлением, известным своим духовным значением, а также как центр для практики йоги и аюрведы. Но об этом мы будем говорить подробно несколько позднее. Несмотря на то, что протяженность маршрута составляет примерно 240 километров, дорога у нас займет около 6-7 часов. Мы проезжаем через несколько городов и деревень, включая Нойду, Газиабад, Мирут и Харидвар. Нойда и Газиабад – это спутники Дели с высокоразвитыми промышленными зонами и жилыми районами. Здесь много бизнес-центров и IT-компаний. Мирут известен производством ручных орудий труда, таких как спортивное оборудование, а также текстильной промышленностью. В окно мы наблюдали множество труб. Это кирпичные заводики, производящие кирпич по старинным технологиям.
Делаем небольшую остановку по пути, чтобы размять затекшие части тела и окунуться в местную кухню. Это традиционная дорожная кафешка с традиционной индийской едой. Нам она показалась сначала недостаточно цивильной, и мы решили здесь попить только знаменитого масала-чая и съесть по лепешке с картофелем. Если честно, я бы изменил свою оценку данного кафе в лучшую сторону после нашего мототура по Гималаям, потому что впереди будут заведения общепита намного проще и колоритнее, а это прям, мишленовский ресторан. Перекусив, мы едем дальше, и впереди нас ждет еще одна остановка. Харидвар – священный город на берегах реки Ганг, известный своими храмами и религиозными ритуалами. Он является важным духовным центром для паломников. Здесь-то мы как раз и окунемся в культуру Индии и поймем, что такое для местных великая река Ганг. Сейчас мы находимся в городе Харидвар. Хари переводится как Всевышний или Господь, а Двар – это врата к Всевышнему. Именно в этом месте святая Ганга, спускаясь с обители Бога, выходит на Индоганскую равнину, тем самым неся божественное благословение людям, живущим на земле. Это скульптурное изображение Господа Шивы, который является Отцом всей Вселенной, Отцом всего сущего. Местные, обращаясь к нему, проводя какие-то богослужения, взывая к нему, называют его или Ом Намо Шивая, или Хар Хар Махадев. Остается совсем немного, и вот мы уже въезжаем в Ришикеш. Колорита хоть ложкой ешь. Самое непривычное – это коровы повсюду и какофония из клаксонов. Друзья, сейчас мы находимся в городе Ришикеш, который по праву можно назвать мировой столицей йоги. Именно отсюда завтра начнется наш мотоциклетный тур на легендарных Royal Enfield по Гималаям. Ну а сегодня вас ждет очень интересная программа. Оставайтесь с нами, будет интересно. История этого города уходит корнями в древность. Он считается одними из ворот к Гималаям и был упомянут в священных текстах, таких как Рамаяна и Махабхарата. Слово «Ришикеш» в переводе с санскрита означает «переход мудрецов» и связано с именем мудреца Риши, который, согласно легенде, медитировал в этом месте. В древности Ришикеш был местом паломничества для практикующих аскезу и медитацию. Сегодня этот город – центр международного туризма и йога-курорт. Город живет благодаря большим потокам туристов, которые приезжают сюда для практики йоги, медитации и занятий, связанных с духовной практикой. С каждым годом количество посетителей увеличивается, как следствие того, что занятие йогой становится все более популярным по всему миру. По некоторым данным, Ришикеш посещает до 300 тысяч туристов в год, среди которых как иностранцы, так и местные жители. Это видно на улицах города, если внимательно присмотреться к людям. Все индусы ходят в национальных одеждах, и по ним видно, что они пришли сюда с обращением к Господу как минимум. А если встречаешь европейцев, то по их внешности становится понятно, что они приехали сюда или для занятий йогой, или ищут себя.
Вы точно здесь не встретите привычных туристов, которые есть на курортах Турции, Эмиратов, Египта, в одеждах дорогих брендов с модными аксессуарами наперевес. Все, что ценно в другом мире, здесь особо не имеет значения. Вот, например, транспорт. Все ездят на мотоциклах, простеньких местных джипах и вот таких чудесах техники. Самый популярный вид транспорта здесь, в Ришикеше, да и в принципе во всей Индии, это вот такие тук-туки. То есть это мопед, сзади которого пристроена будка. Ну, по ощущениям, она, если на очень худеньких, то на 8 человек. Да, и спереди могут сидеть 2 или 3. Проезд на нем очень недорогой. В общем, тук-туки крайне популярны. Мы наметили себе такой план ознакомления с городом. Пройти до самого большого моста, перейти по нему Ганг, дойти до места, где медитировали битлы, и успеть к началу церемонии Ганга-Пуджра. Честно скажу, что я долго не понимал, как правильно, Ганг или Ганги. Но Вадим нам объяснил, что и так, и эдак правильно. Друзья, вот он, самый, наверное, известный мост. То есть, с одной стороны, чтобы попасть на другую, можно пройти по этому мосту, а можно перебраться на лодочках. Мы обязаны просто это сделать и прогуляться. Тем более то, что пора бы уже немного сжечь калорий, которые наели на вегетарианском обеде. Погнали! Этот мост не единственный. Я насчитал их 3, но этот самый большой. И по нему ездят на мотоциклах. По пешеходному трафику понятно, что никто из этих людей не сидит на работе, а значит, что большинство из них туристы, потому что время было около 15 часов. Слушайте, даже с пешеходным трафиком здесь все непросто. Люди там, здесь, мотоциклы сигналят, excuse me. Короче, трафик очень жесткий. Проходим через входную группу с изображением божества, и вот мы на другой стороне Ганга. Друзья, не просто так. Вот здесь висит такая вывеска Beetle Street. Дело в том, что в 1968 году легендарная четверка приехала сюда по приглашению Махараджа, чтобы позаниматься одним из видов йоги и, так сказать, просветиться. Да, в то время во всем мире, и в Англии в частности, это было очень популярным занятием. Никого из нас занятия йогой не интересовали в принципе, а вот пройтись по стопам битлов – это то, что доктор прописал, тем более, что многие из нашего коллектива выросли на их хитах. Битловской дорожкой мимо коровок мы пошли к тому месту. Друзья, это именно то место, где в 1968 году легендарная ливерпульская четверка занималась медитацией и познанием себя. Покупаем билет и идем исследовать. Самый прикол в том, что билеты для местных стоят 100 рупий, а для нас, людей, иностранцев, которых здесь называют гайдинами, цена составляет ровно в 12 раз больше. 1200 рупий на человека. Взгляд привлекает сферы, и, собственно, к ним-то мы идем. В этой локации с нами гида не было, так как он занимался перегоном и подготовкой наших мотоциклов. Поэтому исследовать пришлось методом догадки, каких-то обрывков из интернета и визуализации. Вот эти вот сферические жилища, это и есть те ашрамы, в которых и занимались, собственно, медитацией люди, которые приходили сюда. Ну и, собственно, наша легендарная четверка. Почему я сказал наша? Ну, наверное, потому что мы их тоже любим. Здесь на горе сосредоточено большое множество таких каменных домиков для занятий медитацией. Большинство из них двухэтажные. На первом этаже располагалось маленькое помещение, которое своим постояльцам, видимо, служило домом. А на втором этаже как раз и был купол для медитации. Местные ребята нам подсказали, что в том большом здании расположен а-ля музей битлов. Идем туда, и действительно, тут есть хоть какое-то упоминание о легендарной четверке.
В 1968 году группа Beatles посетила Ришикеш, чтобы изучать трансцендентальную медитацию под руководством Махариши Махеш Йоги. Это событие привлекло внимание всей западной культуры к Ришикешу как к месту для духовной практики. Группа провела здесь несколько месяцев, и это время вдохновило их на создание многих песен, в том числе и знаменитого «Белого альбома». Да, место крутое, и всем, для кого музыка Битлов что-то значит, я рекомендую его посетить. Несмотря на то, что это недешево и по сути никакой экспозиции здесь нет. Но это Индия, и здесь нужно самому дофантазировать, додумать, самому пытаться войти в состояние, в котором пребывали участники группы и писали свои хиты. Лично я и мои друзья не пожалели о потраченном времени. А еще тут много обезьян. Время неумолимо бежит вперед, и нам пора уже идти на набережную, потому что там на закате начнется та самая церемония Ганга-Пуджа. По пути еще раз погружаемся в колорит этого города. Чего и кого здесь только нет. Каждый человек – это отдельная история. А еще тут колоритные аппараты по производству тростникового сока. Такие я видел на Кубе. Несмотря на то, что нам категорически запрещали пить и есть все с улицы, я все же отважился выпить. Thank you. Welcome. Но, конечно, он все это брал руками, но, надеюсь, еще раз повторюсь, Имодиум не пригодится. Такая вкусная, сладенькая водичка. Хочешь попробовать? Не хочу рисковать. Балдеж. С лаймиком вообще прикольно. Через торговые ряды мы подходим к храму. Именно здесь будет проходить главная часть церемонии. Набережная привлекает как паломников, так и туристов, предлагая места для медитации, прогулок и наслаждения живописными закатами над рекой. Это место наполнено духовной энергией, и местные жители всегда рады делиться своими знаниями о культуре и традициях региона. Тут собираются люди, чтобы сделать памятные фото около священной реки или просто освежиться и даже искупаться. Повсюду коровы, которых никто не пытается прогнать. Нельзя, священные. Запускает дрон, чтобы сделать вечернюю панораму города. Действительно, в предзакатное время город приобретает более мистическую и таинственную атмосферу. Набережная реки Ганг известна своими красивыми видами и духовной атмосферой. Здесь расположены древние храмы и ашрамы, среди которых выделяется храм, где также находится большая статуя Шивы. Статуя, возвышающаяся над городом, символизирует бога разрушения и восстановления и является важным местом для поклонения и медитации. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Pradosha Sivanayan Ma Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Pradosha Sivanayan Ma Sharanam. Начинает слышаться музыка, и, естественно, мы идем туда. До самой церемонии остается около получаса. И обратите внимание, что здесь вот на берегу есть такие емкости. Емкости нужны для того, чтобы каждый паломник, который приехал издалека, мог зачерпнуть в этот момент святой воды Ганга и отвезти ее своим родственникам, друзьям, ну и, собственно, в свое поселение.
Сначала я минут 10 просто стоял и слушал. Казалось бы, просто барабан, какие-то бубенцы и монотонный голос, повторяющий одни и те же слова. Но как же это красиво и затягивающе. В какой-то момент я начал пританцовывать, а потом и вовсе пустился в эту круговерть вместе с остальными. Все были рады меня видеть, и всем было хорошо. В этом и есть вся Индия. Пора идти на церемонию. На входе в храм все разуваются и убирают свою обувь на специальные полки. И, как нам сказал Вадим, можно за нее не переживать. Люди сюда приходят не за этим. И тут воришек нет. Каждый вечер в Ришикеше проходит церемония Аарти, посвященная реке Ганг. Этот торжественный ритуал включает в себя пение мантр, зажигание ламп и подношения. Ганг для индусов не просто река, а священное божество, олицетворение жизни и очищения. Вода Ганга считается священной и способна очищать от грехов. Люди со всей Индии и мира приезжают сюда, чтобы увидеть это зрелище и принять участие в церемонии. Друзья, ну мантры прочитаны, службу, так сказать, отстояли. Пора запустить этот прекрасный венок в эту великую реку Ганг. Пойдемте. После церемонии мы, одухотворенные, пошли за своей обувью, и двоих из нас ждал сюрприз. Друзья, посмотрите на эти счастливые лица. Несмотря на то, что парни остались почему-то босыми после этой церемонии. После просвещения. После просвещения. Они стали просвещенные, они теперь точно понимают, что главное это не обувь, а важное это мироощущение и новые эмоции. А черевички мы и новые исправим. Ну а на самом деле, ребят, после того, как все пошли за обувью, у наших двух красавцев просто не досчиталось двух пары новых крутых кроссовочек. Так что, с одной стороны, вроде люди здесь такие нормальные, но почему-то две пары кроссовочек ушли в фонд реки Ганг. Два Алексея были освобождены от оков, и им была предоставлена возможность пойти домой босыми. А видимо, кто-то из более нуждающихся получил от верховного божества новенькие кроссовки New Balance и Asics. Ну чудо же! Мы, конечно, поржали над словами Вадима и на позитиве пошли покупать какую-то обувь парням. И заметьте, никто не сквернословил и не имел ни на кого зла. Значит, так было нужно. И, возможно, тот, кто получил кроссовки, помолился за предыдущего владельца, тем самым спася его на опасном повороте с обрывом в Гималаях. Мы пошли обратно через пешеходный мост на другую сторону города, где и находился наш отель. Честно скажу, силы уже были на исходе. Ну что ж, мы получили первое погружение в Индию. И на этом заканчивается наше знакомство с городом Ришикеш и первая встреча с большой, огромной, быстрой рекой Ганги. А завтра мы отправляемся уже в настоящий мототрип.